Всем привет, меня зовут Макс Риск, третья часть про инвестиции. Во что вложить? ETF. Это у нас доступ. Давайте расскажу сначала про него. И тут у нас показывается, именно рассказывается про портфель ETF. Можно стоять на акциях, да, это одна из них, или облигации разных компаний, или может отслеживать цену какого-то товара. Каждый ETF сам решает, по какому принципу формируется свой портфель. То есть ETF это свой портфель в акциях. Теперь поподробнее. Доступ: вы заходите находите кусочек товара, захотели кусочек товара, всего кусочек. У вас два варианта. Вы можете найти рецепт, пойти в магазин за ингредиентами, испечь большой торт. Не факт, что он вкусный. Это у нас ETF, что вложится инвестиции. И даже половина продуктов не используется в итоге вы потратите много сил, времени и денег, и это ради одного кусочка. Намного проще заказать доставку из ресторана, или если он недалеко, пойти и купить там кусочек уже готового вкусного торта от шефа профессионала. Фонды или ETF работают так же, как и рестораны. Они собирают портфель, например, торт, из ценных бумагах, например, ингредиентах. А потом продают инвесторам долю. У нас будет кусочек ингредиента торта в этом портфеле. Портфель ETF может состояться из акций или облигаций разных компаний, или может отслеживать цену какого-то товара. Каждый ETF сам решает, по какому принципу формирует свой портфель. Это как такие фонды тоже получают дивиденды от акций, которые владеют. Что сделать с дивидендами? Каждый фонд решает сам. Один выплачивает дивиденды инвесторам. Вот, то бишь можете быть вы. А другие оставляют себе и покупают на эти деньги дополнительные акции. Тоже можем, то бишь мы. Тогда у фонда оставляется большой актив, у фонда становится больше активов. У фонда становится больше активов, он дорожает, и инвесторы зарабатывают на разных между покупками и продажами. Плюсы такого инвестора в больше низких рисках. Если один актив подешевеет, убытки прикроют доходы от других активов. А еще не акции, еще на акции ETF нужно значительно меньше денег, чем на покупку по отдельности всего, что есть в фонде. ETF, когда вкладываешь сразу в много компаний через фонд. Как зарабатывать на ETF? На дивидендах, есть фонд их выплачивает, или на росте стоимости акций самого фонда, если дивиденды идут на покупку новых акций. Кому подойдет? Инвесторам, которые не хотят сильно в наборах каждого актива, но хотят стабильный портфель. Сложность 1 из 3, риск 2 из 3 и доходность 2 из 3. Итоги теперь приведем. Это уже конец данного формата. Есть еще запасной формат, я еще не доделал. Вот, значит, первая биржа — это огромная площадка, где торгуют акциями, облигациями и не только. Я, кстати,
могу это все итоги в курс добавить. В курс можете написать в комментариях, я вам там скину ссылку бесплатную. Там будет очень много, поэтому если там будет очень много всего, я сделаю еще второй курс, номер 2. Вот, брокер, посредник, с помощью которого просто частный инвестор получает доступ на биржу, без него не обойтись. А если поподробнее, я уже про это расскажу, конечно же, еще раз. Брокер — это открытие счета в фондовом банке, открытие счета в акции, которые вы хотите покупать. Это первое, что вам нужно сделать. Облигации — это долговые расписки, когда инвестор покупает облигации, он дает компании или государству в долг под проценты. Тоже очень выгодно, я уже про это читаю, какой риск. В принципе, прикольно. Все не прикольно, нужно все попробовать. В курс все это добавлю. Акции — это доля в компании. Владелец акциями претендует на прибыль, которую эта компания получает. То бишь мы. Акции ETF. Это было пятое упоминание, 5 раздел. Может, 3 ролика делаем, это 3 часть, конец данного инвестиции в 5 категорий, например, хай будет. Акции ETF — это доля фонда, который купил кучу других акций или облигаций. Если инвестор владеет долей в ETF, он владеет долей во всех активах, которые есть в этом ETF. Вот, значит. Вот такой был урок. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. До следующей серии. Пока.